В Германии существует множество профессий, позволяющих хорошо зарабатывать без высшего образования. Для того, чтобы найти высокооплачиваемую работу, университетское образование не всегда является обязательным. Существует ряд профессий, которые предлагают привлекательную заработную плату и не требуют длительного обучения. Эти 7 профессий являются отличным выбором для тех, кто не имеет высшего образования. В 2024 году средняя годовая зарплата до налогообложения составила 51 900 евро, что является довольно высоким показателем. Однако, даже без университетского диплома или профессиональных сертификатов, существует множество путей для достижения карьерного роста и получения заслуженной заработной платы, которые не ограничиваются низкооплачиваемыми. Это хорошая новость для многих, учитывая, что в Германии растет число тех, кто бросил школу. Вот несколько профессий, которые могут принести тебе приличные деньги и не заставят сидеть за партой до середины жизни. Агент по недвижимости. Если вы считаете, что можете продать что угодно кому угодно, и вам нравится идея заключения крупных сделок, то работа агентом по недвижимости или риэлтором на американском английском может стать для вас идеальным вариантом. Эта разнообразная работа включает в себя консультирование и поддержку клиентов в поиске недвижимости их мечты, организацию просмотров, подготовку рекламных материалов и договоров, а также обеспечение проведения всех необходимых сделок. Это идеальный вариант для тех, кто внимателен к деталям и обладает теплым, общительным характером. В Германии без специальной лицензии Маклер-Erlaubnis не обойтись, но если ты ее получишь, можешь рассчитывать на комиссию от 3 до 7% от сделки. В среднем агенты там зарабатывают около 3930 евро в месяц. Водитель трамвая или городской электрички. Хотя в большинстве случаев вы можете их не замечать, водители общественного транспорта поддерживают жизнь в немецких городах, и, как правило, они получают довольно хорошее вознаграждение. Большим преимуществом этой профессии является то, что вам, как правило, требуется знание немецкого языка на уровне B1 или B2. Нужно иметь водительское удостоверение и проявить готовность к обучению. Еще один важный момент. Эти профессии сильно объединены в профсоюз. Многие водители трамваев и автобусов скажут вам, что это нелегкий труд, но, по крайней мере, у вас есть профсоюз, который борется за повышение зарплаты и улучшение условий. Для людей, желающих сменить профессию, хорошей новостью является то, что первоначальное обучение длится всего около 6 месяцев, и в течение этого периода вы будете получать приемлемую для жизни зарплату в размере от 2100 до 2800 евро. После этого зарплата зависит от места работы, но в среднем составляет около 40 тысяч евро в год, с бонусами за работу по ночам, в выходные и праздничные дни. Разработчик программного обеспечения. При средней зарплате около 5800 евро в месяц, сфера информационных технологий является одной из самых прибыльных на немецком рынке труда. Самое приятное, что вам не нужна степень в области информатики, чтобы получить работу программиста на современном рынке. Более того, многие стартапы с радостью предлагают работу со значительной начальной зарплатой программистам-самоучкам или людям, окончившим трехмесячные буткампы. Если вы сейчас безработный, многие из этих ускоренных курсов оплачиваются центром занятости, так что вы можете выучиться на разработчика программного обеспечения совершенно бесплатно. В противном случае вы можете пройти множество онлайн-курсов, практически бесплатник. Хотя плотникам, как правило, требуется 1 или 2 года обучения, самое замечательное в этом виде практической деятельности то, что вы можете поступить на работу в качестве ученика и получать деньги за работу, пока вы обучаетесь. Существует несколько различных видов плотницких работ, от строительства стеллажей для промышленных зданий до возведения фундамента. Если вы хорошо владеете руками, любите физическую активность и преодолевать технические трудности, плотницкое дело может стать для вас отличной карьерой, и деньги тоже не помешают.
Получив квалификацию, средний плотник в Германии зарабатывает около 43 700 евро в год, но эта зарплата может достигать 52 тысяч евро. А поскольку Германия испытывает острую нехватку квалифицированных плотников, зарплаты в ближайшие годы будут только расти. Административный помощник. Если вы любите быть организованным и презентабельным, то карьера административного помощника может стать для вас идеальным решением. Хотя специфика работы зависит от компании, большинство административных помощников проводят свои дни, следя за тем, чтобы в офисе все работало как надо. Отвечают на телефонные звонки, разносят записки, организуют встречи, готовят отчеты и выполняют другие важные административные задачи. В Германии, конечно, вам также может понадобиться умение пользоваться факсом. Хотя для того, чтобы стать помощником администратора, не требуется формальной квалификации или обучения, вы должны продемонстрировать, что обладаете необходимыми качествами и навыками, включая хорошую организацию, отличные коммуникативные навыки, умение работать в режиме многозадачности и внимательность к деталям. По данным портала вакансий Worker.Hero, административные помощники зарабатывают в Германии в среднем 41 730 евро в год, но если вы станете личным помощником высокопоставленного руководителя компании, зарплата может быть гораздо выше. Банковский клерк. Если вы хорошо разбираетесь в цифрах и любите давать советы и оказывать помощь, переход в банковскую сферу может стать разумным и прибыльным карьерным шагом. Как правило, чтобы попасть в эту сферу, вам нужно пройти стажировку в банке, но для этого не требуется ученая степень, а после поступления на работу у вас будут хорошие шансы на продвижение по карьерной лестнице. Интересно, что банковский сектор – одна из тех областей экономики, где остро требуются квалифицированные работники, так что сделайте ставку сейчас, и в дальнейшем у вас будут все шансы договориться о зарплате. По данным портала по поиску работы Indeed, средний банковский служащий в Германии зарабатывает весьма приличную сумму в 45 500 евро в год, но она может увеличиваться в зависимости от банка, в котором вы работаете, и вашей специализации. Если вы продвигаетесь по карьерной лестнице, зарплата растет невероятно быстро, некоторые банковские менеджеры зарабатывают до 75 тысяч евро в год. Планировщик мероприятий. Хотя планирование мероприятий – нелегкая работа, она может принести огромный кайф людям, которые работают под давлением и получают удовольствие от организации свадьбы мечты или крупного корпоративного мероприятия. Люди с безупречными организаторскими способностями, общительным характером и от природы элегантным вкусом найдут себя в этой профессии, и самое приятное, что для этого не требуется никакой формальной квалификации. Хотя прохождение коротких курсов может помочь вам быстрее освоиться. Как только вы начнете работать с клиентами, ваш заработок достигнет небес. Некоторые из самых высокооплачиваемых организаторов свадеб и мероприятий зарабатывают до 100 тысяч евро в год.